Вы когда-нибудь стояли перед запертой дверью, прижимая руки к холодному барьеру и задаваясь вопросом, распахнется ли она когда-нибудь? Вы когда-нибудь чувствовали боль от пустых банковских счетов, боль от неоплаченных счетов, неослабевающий страх, что, возможно, просто возможно, изобилие было обещанием, предназначенным для других, а не для вас? Возлюбленный, сегодня небеса прогремят незыблемым указом. «Я, Господь, Бог твой, вручаю тебе ключ». Не обещание на завтра, не смутная надежда на какое-то отдаленное будущее, а ключ в твоей руке. Сейчас. Ключ, выкованный моей божественной властью, закаленный моей верностью и доступный для вас благодаря чудотворной силе моего руководства. Слушайте внимательно, срочность этого момента невозможно переоценить. Вы ждали достаточно долго. Вы блуждали по бесплодным местам дефицита. Вы плакали слезами в подушку, пропитанную страхом по поводу финансов, растущих долгов, счетов, которые, кажется, высмеивают вашу веру. Вы несете в себе стыд недостаточного богатства, скрытое отчаяние в прорыве, тихие молитвы, шепчущиеся темными ночами, когда ваше сердце дрожало. Однако я, всемогущий Бог, владеющий скотом на 1000 холмов, заявляю вам, сегодня я даю вам ключ к вашему финансовому изобилию. Не вашей силой, не вашим умом, не вашим стремлением, но моим присутствием, моим руководством и моим неостановимым чудом. Вы стоите на пороге божественного дела. Момент настолько весомый, такой святой, что все небеса наклоняются, чтобы посмотреть. Я, Господь, ваш Бог, не просто произношу обещание в воздух, я передаю ключи в ваши руки, стратегии в ваш дух и чудеса в ваше будущее. Но ты должен остаться. Вы должны оставаться до тех пор, пока не будет произнесено последнее слово, пока не будет издан последний указ о вашей жизни. Есть секреты изобилия, тайны божественного богатства, сокровища трансформации, которые я собираюсь раскрыть. Секреты, которые изменят ваши деньги, ваш банковский счет, ваши долги, ваши счета, ваши финансы, ваше изобилие, ваше богатство, саму вашу судьбу. Если вы уйдете сейчас, вы упустите момент, когда вашему чуду назначено прибыть. Если вы останетесь, вы получите полное раскрытие, полное освобождение, полный поток благословений, который я приготовил специально для вас. Вы сейчас находитесь в Божьем доме изобилия. Оставайся рядом со мной сейчас. Не шевелись. Не позволяйте сомнениям увести вас. Стой твердо, сиди спокойно, держи свой дух открытым, ибо твой ключ не придет, он уже в твоей руке. Твоя дверь не закрыта, она вот-вот распахнется. Ваше преобразование не откладывается, оно происходит даже сейчас, когда вы верите, доверяете, остаетесь под моим словом. Оставайся до конца. Ваше чудо ближе, чем ваш следующий вздох. Я знаю тайную борьбу, которую ты не смеешь озвучить. Я знаю счета, которые накапливаются, как горы. Я вижу долги, которые, как великаны, нависают над твоей радостью. Я сосчитал каждый вздох, вырвавшийся из твоего утомленного духа. И все же я говорю вам, ваше преображение уже близко. Ваша смена сейчас. Поверьте мне. Верьте моему слову. Посадите свою веру, как семя, в почву моих обещаний и наблюдайте, как чудо изобилия прорвется, как река после дождя. Ибо время голода заканчивается, и начинается сезон божественного богатства, переполненных банковских счетов, погашенных долгов, сверхъестественно оплаченных счетов. Это не может быть. Это не «если повезет». Это мой указ над вами. Вера – это ключ. Доверие – это ручка. Мое чудо – это дверь, через которую ты собираешься войти. Я больше не оставлю тебя стоять снаружи. Мое божественное присутствие окружает вас, как щит,
мой голос обращается непосредственно к вашей ситуации, и моя рука вжимает ключ в вашу ладонь. Вы не упустите этот момент, если не откажетесь действовать с верой. Вы не увидите, как другие процветают, пока вы остаетесь бесплодными, если не отвернитесь от руководства, которое я предлагаю вам сегодня. Я здесь. Я говорю. Я переезжаю. Цепи вокруг ваших финансов, духовные твердыни вокруг ваших денег, невидимые стены, построенные бедностью поколений, ошибками прошлого, страхом и тревогой – все это сломается, когда ты получишь мой ключ. Шлюзы небес вот-вот откроются. Банковские счета, которые видели только пустоту, увидят внезапное накопление богатства. Долги, которые, казалось, невозможно списать, исчезнут. Счета, которые терзали вас страхом, будут погашены сверхъестественным образом. Богатство придет к вам волнами, которые вы не сможете организовать сами. Вы увидите трансформацию ваших финансов, изменение ваших обстоятельств, потому что моя власть приказывает это, мое присутствие гарантирует это, мое руководство ведет это, и мое чудо выполняет это. Сегодня день перемен. Сейчас момент трансформации. Вы вошли в божественную линию времени, где мои обещания опережают ваши проблемы. Где мое богатство льется, как дождь, в твои руки. Где ваша вера, простая и чистая, становится инструментом, открывающим изобилие. Деньги, банковские счета, богатство, изобилие, финансы, долги, счета – ничто не устоит перед прикосновением моей руки к вашей жизни. Я заявляю вам об этом со всей властью небес. Я Господь, Бог ваш, и я не лгу. Я Альфа и Омега, начало и конец, и я говорю с вами сейчас, возьмите ключ. Превратите это в веру. Откройте дверь, которую я поставил перед вами. Вы не оставите это сообщение тем же способом, которым пришли. Вы не вернетесь в пустыню нужды. Я проложил перед тобой новый путь, путь изобилия, путь изобилующих благословений, путь, где лотерейные чудеса, где богатство на миллион – это уже не фантазии, а осязаемая реальность, созданная моей рукой. Ключи не спрятаны. Двери не герметичны. Я даю тебе ключ. Я даю вам доступ. Я даю вам перемены, о которых вы просили. Не ждите. Не откладывайте. Каждую секунду вашего колебания враг пытается украсть чудо, которое я вам поставил. Каждый момент, когда ты сомневаешься, страх пытается захлопнуть дверь, которую я уже открыл. Поднимите голову. Укрепите свою веру. Протяните руки. Я здесь. Мое присутствие здесь. Мое чудо здесь. Ваша трансформация здесь. Ваше финансовое изобилие здесь. Я, Господь, ваш Бог, говорю сейчас прямо с вами. Вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, изменение, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все это находится под моим управлением, и я перемещаю их в вашу пользу сейчас. Напечатайте ниже «И я получаю», возвысьте свой голос в поклонении, заявите о своей. Вере вслух, потому что сегодня ваша жизнь, ваши финансы, ваша судьба навсегда изменены словом вашего Бога. Это только начало. Держись рядом. Наклонитесь. Настоящее чудо вот-вот произойдет. Вы познали бремя бедности, как тяжелый камень, привязанный к вашей шее. Вы шли дорогами нужды, с пустыми карманами и еще более пустыми сердцами. Вы почувствовали боль от лишенных возможностей, двери захлопнулись не потому, что вам не хватило воли, а потому, что цепи финансовой нехватки крепко вцепились в ваши ноги. Я, твой Бог, видел каждую слезу,
которую ты пролил, когда сумма счетов превысила твои надежды. Я слышал тихие крики, когда ваш банковский счет падал ниже нуля, когда долги вырастали до огромных размеров, когда счета становились врагами, с которыми вы боялись столкнуться. Вы вкусили горечь ожидания чуда, которое казалось отложенным навсегда. Вы несете в себе стыд пустых кошельков, личное унижение, когда говорите «нет» мечтам своих детей, тихое отчаяние того, что, возможно, ничего никогда не изменится. Но я не Бог, который оставляет своих детей в страданиях. Я Бог трансформации, Бог присутствия, Бог руководства, Бог чудес, и я пришел сейчас, чтобы разрушить твердыню бедности в вашей жизни. Вы видели, как другие шли в изобилии, в то время как вы оставались в ловушке за невидимыми барьерами. Вы испробовали все, что знали, каждую стратегию, каждый метод, каждый план, но деньги утекали у вас сквозь пальцы, как вода. Ваш банковский счет оставался сухим, ваши финансы оставались разоренными, ваши долги росли, а счета издевались над вами с каждым месяцем. Вы чувствовали себя узником, закованным в систему, созданную для того, чтобы держать вас маленькими, заставлять вас бороться, заставлять вас сомневаться в доброте вашего Бога. Однако сегодня я говорю вам, я больше, чем система. Я сильнее стен. Я богаче любого миллиардера, когда-либо жившего на земле. Я держу все богатства в своих руках, и я постановил вашу финансовую трансформацию. Ключ твой, дверь твоя, изобилие твое. Ты устал, любимый. Я знаю, какое утомление сжимает твою грудь, когда ты задаешься вопросом, как покрыть следующий счет. Я знаю стыд, который закрадывается в твое сердце, когда ты не можешь дать тем, кого любишь, то, что они заслуживают. Я знаю тревогу, которая разъедает вас по ночам, когда кажется, что долги множатся, как саранча. Я вижу тихие молитвы, отчаянные сделки, которые вы пытались заключить, шепотное обещание, что, если бы вы только могли получить небольшую помощь, вы бы служили мне с еще большей верой. И все же вы здесь стоите на месте, ждете, надеетесь, сомневаетесь. Услышьте меня, ваше ожидание закончилось. Ваша надежда не будет напрасной. Ваша вера не вернется пустой. Я Бог, и я вознаграждаю тех, кто ищет меня. Я несу перемены. Я приношу чудо. Я приношу руководство. Я несу трансформацию. Бедность – лжец. Дефицит – это вор. Страдание – это тюрьма, построенная страхом, проклятиями поколений, циклами разбитости, которые не имеют ничего общего с вашей ценностью и полностью связаны с духовной войной за вашу судьбу. Но я пришел объявить войну от вашего имени. Я пришел, чтобы раскрыть ваше изобилие, наполнить вашу жизнь финансовыми благословениями, погасить долги, перелить богатство на ваш банковский счет, удовлетворить каждую потребность и каждое желание согласно моему богатству во славе. Я не забыл тебя. Я не оставил тебя. Я слышал каждый крик, видел каждый счет, пересчитывал каждый долг и говорю: достаточно. Вы жили в тени страха, беспокоясь о том, что вам никогда не удастся избежать бесконечного цикла упорной работы и мало что видя. Вы бежали в гонке без финишной черты, стремясь, выживая, царапая, царапая. И все же денег казалось всегда недостаточно. Банковский счет остался в минусе. Счета так и не были оплачены полностью. Мечты, которые вы вынашивали о своей семье, своем служении, своем будущем, они лежали пылью, потому что необходимые вам финансы так и не материализовались. Я, Господь, Бог твой, говорю тебе, не такую жизнь я предназначил тебе. Я создал тебя для богатства, для изобилия, для безудержного процветания, а не для долговых цепей, не для страха перед завтрашним днем, не для стресса из-за неоплаченных счетов. Была война за ваше богатство,
но теперь битва принадлежит мне. Теперь война поворачивается в вашу пользу. Теперь ситуация меняется, потому что мое присутствие входит в вашу историю. Мое руководство направляет ваши шаги. Мое чудо вмешивается. Моя трансформация зажигает новый сезон в вашей жизни. Я не просто помогаю вам немного, я вручаю вам ключ к радикальному, подавляющему и изменяющему жизнь финансовому изобилию. Я вручаю тебе ключ, который отпирает двери, которые никто не может закрыть. Я вручаю вам ключ, который откроет хранилище с провизией, о которой вы даже не догадывались. Я вручаю вам ключ, который заставит долги исчезнуть, который приведет к переполнению банковских счетов, который стирает счета, как будто их никогда не было, который по божественному повелению призовет богатство, деньги и финансовую благосклонность в ваши руки. Вспомни, где ты сейчас находишься. Помните, каково это – бороться с деньгами, тратить каждый доллар, умолять кредиторов дать еще один шанс, брать взаймы вопреки самонадежде. Помните гнетущую тревогу и чувство опустошения каждый раз, когда вы открываете свой банковский счет и обнаруживаете, что на вас смотрит недостаток. Потому что я обещаю вам следующее: после сегодняшнего дня, после этого момента веры и доверия, вы оглянетесь назад и удивитесь чуду, которое я совершил. Ваш банковский счет расскажет новую историю. Ваши финансы запоют новую песню. Вашими долгами будут истории прошлого, а не страхи перед будущим. Ваши счета преклонятся перед изобилием, которое я высвобождаю. Вы не забыты. Вы не брошены. Вы не обречены на жизнь в нужде. Ты мой любимый ребенок. Ты – мое ценное достояние. Ты тот, кому я уготовил будущее такое богатое, такое изобилие, что твой разум еще даже не начал его постигать. Поверьте мне, когда я говорю «я даю вам ключ». Не потому, что ты это заслужил. Не потому, что ты этого заслуживаешь. А потому, что я хороший. Потому, что я тебя люблю. Потому, что я Бог. Потому, что мое слово твердо навеки. Потому, что меня трогает твоя вера, твое доверие, даже когда оно было маленьким, даже когда оно было хрупким. Я чту даже самый слабый намек на веру, и сегодня я чту его чудом. Это реальность, вера, доверие, чудо, присутствие, руководство. Трансформация, изменение, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все движутся в выравнивании под моей рукой. Ваша история не закончится бедностью. Ваше путешествие не завершится в нужде. Глава страданий закрывается. Страница дефицита переворачивается. И сейчас начинается новая глава, глава открытого изобилия, финансовой трансформации и чудесного богатства. Вы достаточно долго прожили под облаком «недостаточно». Вы достаточно долго ждали внешнего благословения. Вы достаточно долго плакали под бременем счетов, бременем долгов, печалью из-за пустых банковских счетов. Я, Господь, Бог твой, призываю тебя в новую жизнь. Я здесь для того, чтобы вывести вас, направить вас в землю, текущую молоком и медом, чтобы превратить ваши финансы из голода в пир, из долгов в дивиденды, из беспокойства в богатство, из счетов в благословение, из едва успевающих переполниться. Дверь прямо перед вами. Ключ уже у вас в руках. Я передал его тебе по моему указу, по моей власти, по моей любви к тебе. Теперь, любимое дитя, пришло время. Пришло время повернуть ключ. Пришло время открыть дверь. Пришло время шагнуть в чудо финансового изобилия, которое я приготовил специально для вас. И послушай это, любимый. Услышьте это живое свидетельство,
которое звучит даже сейчас как трубный зов моей верности. Буквально вчера, 26 апреля 2025 года, сообщение сошло из уст моей драгоценной дочери, 67-летней женщины по имени Людмила Петровна, которая живет в Казань, в самом сердце России. Ее жизнь представляла собой историю, написанную чернилами финансовой борьбы на протяжении многих лет. Ее пенсия едва покрывала ее основные потребности. Ее дом был скромным. Ее счетов было много. Долго несла она бремя долгов, оставшихся от болезни покойного мужа, тихо молясь, тихо терпя, тихо веря, что когда-нибудь, как-нибудь мое чудо найдет ее. Дни Людмилы были наполнены бережливым выбором. Она пересчитывала монеты на рынке, рано выключала свет, чтобы сэкономить на электричестве, и часто пропускала приемы пищи, чтобы позволить себе лекарства. Она сохранила свою веру живой, орошаемой только слезами, которые она пролила предо мной, доверяя моему водительству, даже когда ее банковский счет предал ее. Доверяясь моему присутствию, даже когда ее долги смеялись над ее молитвами. Верить в мое преображение, даже когда еще ничего не изменилось. Каждое утро она сидела у окна, открывая потертую Библию и шепча обещания вроде «Господь, мой пастырь, и я не буду нуждаться». И тут внезапно, как предназначил я, Господь, произошло невозможное. Во время церковного собрания в небольшом пятидесятническом общении, которое она посещает в Казани, прибыл неожиданный гость, бизнесмен, приехавший из Москвы, который однажды был тронут ее простой добротой несколько десятилетий назад, когда он был бедным студентом. В тот день, когда прихожане молились, он встал со слезами на глазах и сказал: «Прошлой ночью во сне Бог сказал мне прийти сюда и благословить женщину, которая однажды дала мне хлеб, когда я был голоден». Он вытащил из куртки документ, заверенный приказ о переводе. Людмиле подарили 18 миллионов рублей, эквивалентно более 190 тысяч долларов США. Сумма, намного превосходящая все, что она когда-либо могла себе представить. Достаточно, чтобы погасить все долги, отремонтировать дом, поддержать внуков и прожить достойно до конца своих дней. Достаточно, чтобы переполнить ее банковский счет, достаточно, чтобы сделать ее кредитором, а не заемщиком. Достаточно, чтобы навсегда изменить ее историю. Колени Людмилы подкосились, когда она поняла, что произошло. Она плакала, дрожа, выкрикивая хвалу мне, своему Богу. Она знала, что это не дело рук человека, а прямое движение моей чудо-руки. Она знала, что это было мое присутствие, мое руководство, мое преображение, мое неудержимое вмешательство. На следующий день она поделилась со мной своим свидетельством, публично в ее церкви и в письменном отчете, отправленном в ее молитвенную сеть. Она смело заявила: «Я держалась за свою веру, когда все не имело смысла. Я доверяла Богу, когда мой банковский счет был пуст. Я верила в чудо, когда мои долги смеялись надо мной. И сегодня Господь открыл мое финансовое изобилие, превосходящее все, что я мог попросить или представить. Пусть это свидетельство прозвучит в ваших ушах, возлюбленные. Пусть это поразит ваше сердце, как молния. Если я, Господь, ваш Бог, могу свернуть горы ради смиренной женщины в Казани, если я могу наполнить ее руки изобилующим богатством, когда она меньше всего этого ожидает, если я могу изменить ее финансы с помощью чуда, рожденного десятилетия назад, посредством простого акта доброты, что я могу сделать для вас? Вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, перемена, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все двигалось под моим повелением для нее, и они будут двигаться для вас. Людмила не купила свое чудо. Она не форсировала свой прорыв. Она просто осталась верной. Она просто доверяла. Она просто продолжала верить, хотя ее глаза не видели ничего,
кроме недостатка. И я, ее Бог, явил себя сильным ради нее. Я не уважаю людей. То, что я сделал для Людмилы, я сделаю и для тебя, если ты поверишь, если ты доверишься, если ты откроешь свою руку и возьмешь ключ, который я тебе даю. Ключ — это не фантазия. Дверь не запечатана навсегда. Чудо не откладывается на отдаленное будущее. Это сейчас. Это здесь. Это настоящий. Я показал вам доказательства. Я проявил свою верность. Теперь, возлюбленные, ваша очередь сделать шаг вперед с верой, в доверии, чтобы получить чудо, которое я уже послал в вашу жизнь. Трансформация движется. Перемены набирают обороты. Банковские счета пополняются. Долги рушатся. Богатство приходит. Счета исчезают. Чудеса приходят. Перед вами открываются шлюзы финансового изобилия. Придержите показания Людмилы Петровны. Пусть ее история станет пророчеством, которое воспламенит вашу собственную. Я тот же Бог. Я переезжаю даже сейчас. Теперь, возлюбленное дитя, ты услышал мое обещание, ты увидел мое чудо и почувствовал движение в своем духе. Но я, Господь, Бог твой, говорю тебе, вера должна быть приведена в действие. Доверие должно быть разрушено. Чудеса должны сопровождаться послушанием. Я вложил ключ в твою руку, но повернуть его должен ты. Это вы должны пройти через дверь. Именно вы должны сказать «да» изобилию, которое я для вас приготовил. Решение не скрыто. Путь несложный. Это просто, ясно и божественно. Первый шаг, возлюбленные, это верить с глубокой, непоколебимой верой, превосходящей то, что могут видеть ваши глаза и что может рассуждать ваш разум. Верьте, что мои обещания предназначены для вас. Верьте, что мое чудо движется ради вас. Верьте, что мое присутствие идет впереди вас. Верьте, что мое руководство освещает путь. Даже если ваш банковский счет все еще выглядит пустым, даже если ваши долги все еще маячат, даже если ваши счета все еще загромождают ваш стол, все равно верь. Вера — это сила, открывающая врата рая. Доверие — это валюта, которая перемещает чудеса из невидимого в видимое. Второй шаг — объявить. Вы должны открыть рот и говорить о жизни, а не о своих финансах. Говори мое слово. Говори мои обещания. Указ о ваших деньгах, о вашем банковском счете, о ваших долгах, о ваших счетах, о вашем богатстве, о вашем изобилии, о ваших финансах, о каждой сфере нехватки. Скажите вслух: «Мой Бог восполняет все мои нужды по своему богатству во славе». Скажите вслух: «Я голова, а не хвост, вверху, а не внизу». Скажите вслух: «Шлюзы небес открыты для моей жизни». Когда вы говорите, вы творите. Когда вы заявляете, вы активируете чудо в духовном мире. Когда вы высвобождаете мое слово, вы даете мне законное разрешение вмешаться со сверхъестественной силой. Третий шаг — сеять. Не обманывайтесь, чудо, которого вы ищете, должно быть посеяно. Я, ваш Бог, есть Бог божественного порядка. Закон сеяния и жатвы вечен. Нельзя ожидать урожая там, где его не сажали. Вы не можете ожидать прорыва там, где вы не вложили веру. Посейте семя времени, молитвы, финансов, куда бы я вас ни направил. Дело не в сумме, речь идет о послушании. Речь идет не о том, чтобы произвести на меня впечатление, речь идет о доверии мне. Когда ты отпускаешь то, что в твоей руке, я отпускаю то, что в моей. Преобразование, изменение, чудо, деньги
переполнении банковского счета, богатства, изобилии, списании долгов, оплата счетов, финансовый поток – все это откликается на семена веры. Четвертый шаг – подчиняться мой голос без промедления. Мое руководство придет. Мои инструкции будут ясными. Я могу посоветовать вам подать заявку на должность, для которой вы считаете себя неподходящей. Я могу посоветовать вам начать бизнес-идею, которая кажется слишком маленькой. Я могу попросить кого-нибудь благословить вас неожиданным образом, но вы должны быть готовы действовать. Вы должны быть готовы сказать «да», когда дверь откроется. Ты должен быть готов действовать, когда я подталкиваю твое сердце. Промедление – враг судьбы. Нерешительность лишает чудеса. Страх запирает дверь, которую я пытаюсь открыть. Но послушание высвобождает всю силу моего благоволения. Пятый шаг – поклоняться. Поклонение – это война. Поклонение – это звук победы. Поклонение сообщает вашему духу, что битва уже выиграна. Поклонение приглашает мое присутствие глубже в вашу ситуацию. Даже прежде чем вы увидите, что депозит поступил на ваш банковский счет, даже до того, как счета будут погашены, даже до того, как долги будут аннулированы, поклоняйтесь мне. Похвалите меня. Радуйтесь, как будто это уже произошло, потому что в духе это уже произошло. Чудо, присутствие, руководство, трансформация, перемены, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерейные выигрыши, прорывы в миллионы долларов – все это движется в ответ на звук поклонения. Переход от обещания к обладанию, от пророчества к проявлению, от дефицита к избытку не является тайной. Это божественный образец, который я, Господь, ваш Бог, установил для вас, чтобы вы ходили. Сначала поверьте, тогда объявите, потом сеять, тогда подчиняйся, затем поклонение. Шаг за шагом, мгновение за мгновением вы увидите, как двери широко распахиваются. Вы услышите, как падают цепи. Вы увидите, как в вашей жизни откроются шлюзы. Не презирайте маленькие начинания. Не падайте в обморок, если первые изменения кажутся незначительными. Каждое семя, посаженное с верой, приносит урожай больший, чем его размер. Каждый шаг послушания приближает волну чуда. Каждое заявление укрепляет структуру, которую я создаю для вашего финансового будущего. Каждый акт поклонения сотрясает небеса и двигает мою руку еще быстрее. Я, Господь, Бог ваш, не дразню вас обещаниями, которые я не выполню. Я не размахиваю изобилием перед вашими глазами только для того, чтобы украсть его. Нет, я Бог, соблюдающий завет. Я говорил. Я постановил. Я уже раскрыл ключ к вашему финансовому изобилию. Вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, перемены, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все эти вещи уже движутся к вам, как реки, бегущие под гору. Решение не заперто на небесах, оно здесь, в твоих руках, в твоих устах, в твоей вере, в твоем послушании. Развитие уже разворачивается под моим божественным наблюдением. Я организую встречи, о которых вы не знаете. Я организую возможности, которых вы еще не видели. Я готовлю чеки с вашим именем, контракты с вашей подписью, бизнес-идеи с вашим помазанием, финансовую благосклонность, назначенную непосредственно вашей судьбе. Ничто не может остановить руку Божью, когда мой народ верит. Ничто не может помешать чуду, когда мои дети движутся верой. Ничто не может удержать богатство нечестивцев, которые я накопил для праведников. Вы вступаете в сезон,
когда долги больше не будут владеть вами. Счета больше не будут вас преследовать. Деньги больше не будут насмехаться над вами. Банковский счет больше не будет вас позорить. Вместо этого вы будете владеть домами, которые не строили, пожинать виноградники, которые не сажали, унаследовать колодцы, которые не рыли. Вы будете благословлены в городе и благословлены в деревне. Вы будете давать взаймы многим народам и не брать взаймы ни у одного. Ваши финансы будут свидетельством моего величия. Я, Господь, сказал это. Я, Господь, это осуществлю. Ключ был помещен в вашу руку. Дверь готова. Небесная сокровищница открыта. Реки богатства текут. И теперь, возлюбленные, пришло время выйти из этого. Возлюбленное дитя, услышь теперь рев моего голоса, провозглашающего благословение на твою жизнь. Я Господь, твой Бог, и я не шепчу, когда дело касается твоей судьбы. Я не колеблюсь, когда дело касается вашего изобилия. Я говорю с громом. Я двигаюсь с огнем. Я действую силой. И сегодня я повелеваю над вами божественными благословениями, которые не. Один демон в аду не сможет остановить, ни одно обстоятельство на земле не сможет помешать, ни одно сомнение в вашем уме не сможет отменить. Я даю вам ключ, чтобы открыть ваше финансовое изобилие, и я скрепляю его моими обещаниями «да» и «аминь». Поскольку вы выбрали веру, я повелеваю небесным окнам открыться над вашей жизнью. Я проливаю дождь на ваш банковский счет, дождь на ваши финансы, дождь на ваши деньги, дождь на ваши долги, дождь на ваши счета. Я выпускаю дождь, который смывает нужду и сажается от богатства и изобилия там, где когда-то были только сухость и отчаяние. Я постановляю внести на ваш счет сверхъестественные депозиты. Я предписываю неожиданные проверки по почте. Я указываю на новые источники дохода, которые вы не могли предвидеть. Я указываю на чудесное списание долгов. Я постановляю оплаченные счета. Я провозглашаю финансовую свободу, рожденную моей чудотворной силой. Поскольку вы выбрали доверие, я посылаю ангелов охранять каждое посеянное вами семя. Я приказываю небесным воинствам следить за вашими финансами, блокировать каждый дух воровства, упрекать каждого пожирателя, защищать каждое вложение, благословлять каждый ваш шаг к процветанию. Я постановляю, что деньги больше не будут вашим господином, а будут вашим слугой. Я постановляю, что ваше богатство благословит не только вас, но и поколение после вас. Я постановляю, что вы не будете довольствоваться остатками, а насладитесь изобилием земли, которую я обещал. Поскольку вы приняли мое присутствие, я кладу свою руку на ваши дела, вашу работу, ваши начинания. Благословляю дело рук твоих. Я помазываю ваши идеи. Я умножаю плоды вашего труда. Я заставляю благосклонность идти перед тобой, как щит. Я создаю возможности преследовать тебя. Я вызываю внезапное появление божественных связей. Я заставляю упоминать ваше имя в комнатах, в которые вы еще не вошли, для продвижения по службе, для благосклонности, для благословения. Поскольку вы приветствовали мое руководство, я даю вам божественные стратегии создания богатства. Я даю вам понимание, которому другие будут удивляться. Я даю тебе видение ночью и мудрость днем. Я даю вам идеи, которые открывают двери для роста. Я даю вам проницательность, чтобы знать, какими путями идти и какими возможностями воспользоваться. Я приказываю вам шагнуть в место финансовой трансформации, божественных перемен, непоколебимого чуда. Я объединяю вас с людьми, которые благословят вас, а не истощат, кто будет инвестировать в вас, а не эксплуатировать вас,
который будет строить с тобой, а не разрушать тебя. Поскольку вы приняли трансформацию, я перерезал путы каждому проклятию бедности, которое цеплялось за вашу родословную. Я разрываю связи с каждым циклом нехватки поколений. Я искореняю семена страха, нужды и финансового рабства, посеянные в вашем прошлом. Я провозглашаю над вами новую родословную богатства, процветания, изобилия. Я заявляю, что ваши дети и дети ваших детей унаследуют не только веру, но и финансовое благословение. Я постановляю, что трансформация, в которую вы вступаете сейчас, отзовется через поколение. Поскольку вы вступили в перемены, я меняю всю вашу атмосферу. Я меняю ваше мышление. Я меняю твою реальность. Я переведу твой банковский счет. Я перераспределяю ваш доход. Я перемещаю ваши возможности. Я меняю твою судьбу. Там, где была засуха, я указываю рекам. Там, где был голод, я постановляю пиршество. Там, где был долг, я объявляю свободу. Там, где были счета, я постановляю профицит. Там, где было соскабливание, постановляю миллионы. Там, где был страх, я указываю веру. Там, где было сомнение, я провозглашаю чудо за чудом. Я твой Бог. Я ваш провайдер. Я твоя крепость. Я твой чудотворец. Я командую трансформацией ваших финансов, вашего банковского счета, ваших денег, вашего богатства, вашего изобилия, ваших долгов, ваших счетов, ваших чудес лотерейного уровня, ваших прорывов миллионного уровня. Я возлагаю на твою голову корону финансовой царственности. Вы будете ходить с высоко поднятой головой. Вы благословите других из своего избытка. Вы будете свидетельствовать о моей доброте, моей верности, моей силе. Вас больше не будут называть брошенным. Вас больше не будут называть забытым. Больше тебя не будут называть проклятым. Вас будут называть востребованным. Вас назовут блаженным. Вас будут называть очень благосклонным. Вас назовут обильно обеспеченными. Небеса провозглашают это. Земля соответствует ему. Ангелы празднуют это. Я, Господь, Бог твой, изрек это, и ни одно слово из уст моих не возвращается тщетным. Посмотри вверх, любимое дитя. Посмотрите, как урожай готов для вас. Увидьте ангелов, несущих ответы, о которых вы молились. Посмотрите, как меняются номера банковских счетов. Смотрите, как растворяются счета. Смотрите, как долги списаны. Посмотрите, как прорывы на уровне лотереи совпадают с вашей судьбой. Увидьте, как над вашей жизнью нависает миллионократная отдача. Посмотрите, как небесные хранилища распахиваются для дождя, благословляющего вас благословением за благословением. Вы вступаете в сезон недостаточно. Вы вступаете в сезон более чем достаточно. Вы вступаете в измерение, где ваши финансы соответствуют мечтам, которые я вложил в вас. Вы приближаетесь к дням, когда вы больше не задаетесь вопросом, как я оплачу этот счет, а радуетесь, говоря: «Посмотрите, что сделал Господь». Вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, преобразование, перемена, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все склонилось перед моим указом. Все подчинились моему слову. Все присоединились к вашей вере. Сделай глубокий вдох, возлюбленный. Поднимите руки. Поднимите свой голос. Получите божественные благословения, которые я провозгласил. Ибо они не являются теорией. Это не пустые слова.
Они реальность. Они разворачиваются даже сейчас. Ключ ваш. Дверь открывается. Небесная сокровищница иссякает. Обещанное мною финансовое изобилие – это ваше наследство. Идите в него смело. Владеть им полностью. Свидетельствуйте об этом с радостью. Я, Господь, Бог твой, сказал. Возлюбленное дитя, теперь слово было сказано. Теперь указ вышел. Теперь ключ у вас в руках. Дверь открыта. Из шлюзов льется вода. Небесная сокровищница проливается на вашу жизнь. Я, Господь, Бог ваш, двинулся, и ничто не устоит против того, что я сказал. Ничто не закроет то, что я открыл. Ничто не умалит того, что я выпустил. Вы больше не связаны духом бедности. Вы больше не скованы страхом за свои финансы. Вас больше не определяют долги, счета, пустые банковские счета, стремление выжить. Вы определены моим словом. Вы определены моим чудом. Вы определены моим присутствием. Вы определены моим руководством. Вы определены моей трансформацией. Вы определены моим изменением. Вы определены моим изобилием. Держи голову высоко, любимый. Идите вперед с властью. Говорите уверенно. Стойте в вере. Доверьтесь моему времени. Двигайтесь смело. Сейте с ожиданием. Хвалите с энтузиазмом. Ибо вы вступаете в новые измерения жизни, в новую атмосферу благословения, в новый сезон, где вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, изменения, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея. Миллион – это уже недалекие мечты, а настоящие реалии вашей жизни. Благословение не пришло, оно пришло. Чудо не готовится, оно изливается. Изменение происходит не в будущем, а сейчас. Я недалеко, я с тобой. Я иду перед тобой. Я стою рядом с тобой. Я окружаю тебя своей милостью, как щитом. Я погружаю вас в возможности, которые вас шокируют. Я складываю обстоятельства, от которых у вас закружится голова от удивления. Я посылаю богатство в ваши руки так, как вы даже не ожидали. Каждая купюра, которой вы когда-то боялись, склонится перед моим изобилием. Каждый долг, о котором вы когда-то беспокоились, исчезнет под моим обеспечением. Каждый банковский счет, который когда-то насмехался над тобой, будет переполнен моим чудом. Каждый финансовый страх, который когда-то не давал вам спать по ночам, будет утоплен в реках моего богатства. Вы перейдете от беспокойства к власти. Вы перейдете от отчаяния к владычеству. Вы перейдете от страха к финансовому суверенитету, потому что я, Господь, ваш Бог, постановил это. Никогда не забывай, возлюбленный, путь, который ты проделал. Никогда не забывай те ночи, когда ты взывал ко мне. Никогда не забывай молитв, которые ты шептал дрожащими устами. Это были семена, которые раскололи небеса. Именно действия веры открыли ключ, который я сейчас вручаю тебе в руку. Ваша вера не пропала даром. Ваше доверие не было проигнорировано. Ваши молитвы не были потеряны. Я собрал все и влил их обратно в твою жизнь, умноженные в 1000 раз. Так что теперь идите. Ходите как наследник изобилия. Ходите как дитя божественного богатства, которым вы призваны быть. Иди как сосуд чудес, несущий мое свидетельство на землю. Заходите в каждый банк, в каждое предприятие, в каждую возможность, зная, что я уже опередил вас.
Иди, зная, что твои деньги, ваш банковский счет, ваше богатство, ваше изобилие, ваши финансы, ваши долги, ваши счета все находятся под командованием вашего Бога, который держит звезды в своей руке и подчиняет народы своей воле. Ты не маленький. Вы не невидимы. Вы не забыты. Ты, мое любимое дитя, увенчанное славой, помазанное благосклонностью, пропитанное благословением. Тот же Бог, который благословил Людмилу Петровну в Казани 18 миллионами рублей, тот же Бог, который послал дождь на сухие места, тот же Бог, который накормил 5000, тот же Бог, который принес воду из скалы, тот же Бог, который призывает мертвых к жизни, тот же Бог движется за вами. Пусть ваш рот наполнится смехом. Пусть ваши руки будут подняты высоко. Пусть ваше сердце укрепится надеждой. Пусть ваш дух облечется в непоколебимое доверие. Воистину, вы вступаете в дни, когда чудеса являются нормой, где изобилие ежедневно, где благосклонность постоянна, где богатство течет реками от моего престола к вашим рукам. Я, Господь, ваш Бог, приглашаю вас сделать еще один смелый шаг веры. Напишите свое имя ниже в комментариях. Не как формальность, не как ритуал, но как акт пророческого выравнивания. Смело и публично публикуйте свое имя в знак того, что вы полностью вступаете в финансовое изобилие, которое я предписал вам. Когда вы пишете свое имя, вы говорите небу и земле: «Я готов». «Я желаю». «Я получаю ключ в свою руку». Когда вы пишете свое имя, вы отмечаете себя как новое, эксклюзивное благословение, на которое я буду дышать лично. Я вижу каждое действие веры. Я уважаю каждое публичное заявление. Я недалек от тебя. Я наблюдаю. Я переезжаю. Я готов излить еще большие чудеса на тех, кто смело стоит. Ваше имя имеет для меня значение. Твое имя написано в моем сердце. Ваше имя несет в себе историю моих обещаний. Ваше имя, произнесенное с верой, становится печатью завета, который мы заключили сегодня. Так что размещайте его ниже без колебаний. Заявите об этом. Введите это с уверенностью. Скажите в своем духе, когда вы это делаете: «Это мой момент». «Это мой ключ». «Это мое наследие». И когда вы пишете, знайте следующее: вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, перемена, деньги, счет в банке, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион – все эти блага будут произнесены лично над вами. Волна божественного благоволения двинется от моего престола в вашу жизнь с новой силой и новой интенсивностью. И поэтому теперь, возлюбленные, когда я закрываю над вами это слово, я оставляю вас не со страхом, не с беспокойством, но с моим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит. Пусть Господь просветит лицо свое и будет милостив к тебе. Пусть Господь поднимет свой лик над тобой и даст тебе мир, процветание, благосклонность и изобилие во все дни жизни твоей. Пусть ваша вера, доверие, чудо, присутствие, руководство, трансформация, изменения, деньги, банковский счет, богатство, изобилие, финансы, долги, счета, лотерея, миллион вечно свидетельствуйте о славе Бога вашего. Пусть ты войдешь в каждую дверь с ключом, который я дал тебе, и пусть ты никогда больше не будешь жить в нужде. Пусть вы увидите своими глазами и прикоснетесь руками к полноте обещаний, которые я провозгласил. Могучим именем Иисуса оно запечатано. Это закончено. Это сделано. Аминь.